Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня мы будем вязать вот такой красивый простой узор. Полюбуйтесь, оцените красоту этого узора. Узор выглядит эффектно, изысканно, привлекает внимание, но никакой сложности в исполнении этого узора нет. С этим узором справится даже самый начинающий любитель вязания, кто только впервые взял спицы в руки, так как узор формируется всего лишь только в одном ряду. Футболка, топ, кардиган, джемпер или пуловер, связанные таким узором, будут смотреться стильно, изысканно и эффектно. Так выглядит узор при вязании снизу вверх. Вот так выглядит узор при вязании сверху вниз. Тоже красиво, эффектно и богато. А теперь давайте вместе попетельно свяжем образец такого узора. На спице самым обычным классическим способом набора петель длинный хвост я набрала 17 петель. Это 13 петель, 1 раппорт, плюс 2 петли симметрии, 15 петель и плюс 2 кромочные петли, которые на схеме не указаны, 17 петель, и провязала один базовый подготовительный ряд всеми изнаночными петлями, чтобы выйти на лицевую сторону работы. Первый лицевой ряд. Он вяжется справа налево по схеме, по ее условным обозначениям и при поворотном вязании, и при круговом вязании. Кромочную петлю снимаем, 2 изнаночные петли, и 11 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 лицевая петля. Мы провязали раппорт узора, первый раппорт. После него вешаем маркер и повторяем раппорт узора из 13 петель столько раз, сколько вы набрали раппортов, разделяя их между собой маркерами. У меня всего один раппорт. После своего последнего раппорта я вешаю маркер и провязываю петли симметрии, 2 изнаночные петли, которые провязываются только один раз в конце лицевого ряда. И кромочная петля, изнаночная, бабушкина петля. Вы вяжете кромочные так, как вы привыкли. Вяжу я бабушкиным способом вязания. Работу разворачиваю на изнаночную сторону, второй изнаночный ряд. Он вяжется по рисунку, как смотрят петли. Видим лицевую, вяжем лицевую, видим изнаночную, вяжем изнаночную. И при вязании поворотными рядами, и при вязании по кругу. Вот мы видим 2 лицевые петли, 2 косички, провязываем 2 лицевые. Это были 2 изнаночные петли в первом лицевом ряду. Далее у нас идут 11 изнаночных петель. Вот бугорки изнаночных петель. 1, 2. Можно не считать, а вязать ту петлю, какую видим. Это были 11 петель лицевых в первом лицевом ряду. Видим бугорок изнаночной петли, вяжем изнаночную.
И вот здесь видим 2 лицевые петли. Видим лицевую, вяжем лицевую. Это были 2 изнаночные петли в первом лицевом ряду. Кромочная петля, изнаночная, бабушкина петля. Мы провязали второй изнаночный ряд. Работу разворачиваем на лицевую сторону, третий лицевой ряд. Третий лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. 2 изнаночные петли. Далее нам нужно провязать 4 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном влево. Я покажу способ, при котором можно провязать одной лицевой петлей с наклоном влево не только 4 петли, но и 5, и 6, и 7, и 9, и 11, сколько угодно. Быстро, просто, легко. И стягиваться полотно не будет. Для этого первую петлю я провязываю лицевой петлей. Если вы вяжете классическим способом вязания, провяжите первую петлю лицевой классической петлей за переднюю стенку. Итак, первая петля лицевая петля. Следующие 3 петли мне нужно развернуть, чтобы их правые стенки, которые сейчас у меня находятся за спицей, оказались перед спицей. То есть я должна поменять положение 3 лицевых петель на классическое. Если вы вяжете классическим способом вязания, то вам разворачивать эти петли не нужно. Для этого правую спицу завожу сзади работы слева направо за заднюю стенку петли и переснимаю петлю на правую спицу. Завожу правую спицу слева направо за заднюю стенку петли и переснимаю на правую спицу. Я пересняла 3 петли, развернув их, поменяв их положение на классическое. И теперь возвращаю эти петли на левую спицу. Провязанную петлю также возвращаю на левую спицу. И теперь вот эти 3 непровязанные петли, а только развернутые, я накидываю, набрасываю на провязанную петлю по очереди. Вот так завожу справа налево спицу в петлю и набрасываю ее на провязанную. При этом старайтесь петли не растягивать, когда вы их подхватываете и набрасываете, чтобы они не деформировались. Нить нужно держать в натяжении, рабочую нить. Вот так. Подхватываем петлю и набрасываем на провязанную. Одну петлю набросили, следующую петлю подхватываем и набрасываем на провязанную. И последнюю петлю, третью, подхватываем и набрасываем на провязанную. Вот так это выглядит. Нить слегка подтягиваем. И теперь переносим провязанную петлю на правую спицу. Мы выполнили прием 4 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. Дальше у нас пустые клеточки идут. Это нет петли зеленого цвета. И далее у нас идет обозначение. Из одной петли вывязать 3 петли. Вот петля. Мы должны вывязать из нее 3. Провязываем петлю лицевой петлей, но саму петлю с левой спицы не сбрасываем. На правой спице 1 петля. Делаем накид. На правой спице 2 петли. Еще раз провязываем петлю. На правой спице 3 петли. И теперь петлю сбрасываем с левой спицы. И еще раз выполняем такой же прием. Провязываем петлю лицевой петлей. Петлю не сбрасываем. На правой спице 1 петля. Делаем накид. На правой спице 2 петли. Еще раз провязываем петлю. На правой спице 3 петли. И теперь саму петлю с левой спицы сбрасываем. И еще раз выполняем такой же прием. Провязываем, накид, провязываем.
сбрасываем. Далее пропускаем вот эти 3 клеточки зеленого цвета, которые означают нет петли. И далее провязываем 4 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. Вот перед нами 4 петли, которые мы должны провязать вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. Для этого на правую спицу переносим 3 петли, то есть на одну петлю меньше, чем нам нужно провязать. Если, допустим, вам нужно провязать 5 петель одной лицевой петлей с наклоном влево, вы переносите на одну петлю меньше, на правую спицу. То есть переносите 4 петли. Если вам нужно провязать 7 петель вместе одной лицевой петлей с наклоном влево, переносите на правую спицу 6 петель. То есть на одну петлю меньше, чем нужно провязать. Итак, переносим на правую спицу 3 петли, на одну меньше. Вот так вводим правую спицу внутрь петли и переносим. Перенесли на правую спицу 3 петли. Четвертую петлю провязываем лицевой петлей. Если вы вяжете классическим способом вязания, вы также переносите на правую спицу 3 петли, но подхватывая их слева направо за переднюю стенку, как будто хотите провязать лицевую петлю, но не провязываете. Вот так переносите эти 3 петли. Итак, перенесли на правую спицу 3 петли. Четвертую петлю провязываем лицевой петлей. Я провязываю лицевой бабушкиной петлей. При классическом способе вязания провяжите эту петлю за переднюю стенку лицевой классической петлей. Четвертую провязываем лицевой петлей. На правой спице у нас 3 петли, которые мы перенесли, и четвертая петля, которую мы провязали. И теперь по очереди набрасываем на провязанную петлю переснятые. Вот так подхватываем переснятую петлю слева направо и набрасываем на провязанную. При этом следите, когда вы подхватываете и набрасываете петлю на провязанную петлю, чтобы она у вас не растягивалась, не деформировалась. Нить держите слегка в натяжении. Вот так подхватываете и набрасываете. Растягивать петлю не нужно. И последнюю петлю подхватываем и набрасываем на провязанную петлю. Мы провязали 4 петли вместе одной лицевой петлей. Вот так это выглядит. С наклоном влево. Вот такой наклон. Мы провязали раппорт узора третьего ряда. Переснимаю маркер, а вы провязываете все ваши раппорты из 13 петель по очереди, как я показала. В конце последнего раппорта, после него, переснимаем маркер и провязываем 2 петли симметрии. Одна петля изнаночная симметрии, вторая и кромочная петля изнаночная бабушкина. Мы провязали третий лицевой ряд. Вот так он выглядит. Здесь у нас влево идет наклон, 4 петли вместе, а вот здесь вправо. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и начинаем по рисунку провязывать 4-й четный ряд. То есть ту петлю, какую видим. Кромочную петлю снимаем. Далее у меня идут 2 лицевые петли. При вязании по кругу это у вас будут 2 изнаночные петли. Вы вяжете справа налево
по рисунку третьего ряда. Но на ряд на третий смотреть не обязательно, смотрим на петли. Вяжем ту петлю, какую видим. Вот у нас здесь изнаночная петля такая большая. Это были 4 петли вместе одной лицевой петлей. Провязываем изнаночную. При вязании по кругу в этом месте вы провязываете лицевую петлю. Далее у нас идут изнаночные петли. Вот мы из одной вывязывали 3 лицевых с лицевой стороны. Если непонятно, какая это петля, смотрим на третий ряд. Мы сейчас вяжем по рисунку третьего ряда слева направо. Вот это обозначение 3 петли из одной, 3 лицевые. Мы провязывали в лицевом ряду лицевыми петлями, поэтому здесь это у нас 3 изнаночные петли. По рисунку так получается 3 изнаночные, то есть наоборот. Получается еще, при вязании по кругу здесь вы провязываете 3 лицевые петли. Здесь. Еще раз 3 изнаночные петли. 1, 2, 3. Это только сейчас мы смотрим, а если вязать дальше узор, повторять раппорт вверх по вязанию, то уже не нужно будет думать, какие это были петли. Вы сразу автоматически провязываете вот эти петли, где у вас были вывязаны из одной 3 изнаночными петлями. Просто сейчас мы смотрим сюда, какая это была петля, если непонятно, а потом уже не смотрим в дальнейшем. Просто уже все это быстро запоминается. Здесь изнаночная петля. 4 вместе были. Одной лицевой в лицевом ряду. Далее у нас идет. Вот здесь были 2 изнаночные. Вот я стала думать, какая-то петля. Оказалось, что если здесь изнаночные, значит здесь у нас наоборот 2 лицевые. Но далее уже, когда будем вязать полотно, повторяя раппорты вверх по вязанию, все уже будет хорошо видно. Все петли, все эти косички лицевых будут хорошо видны. Кромочная петля, изнаночная, бабушкина петля. Мы провязали 4-й изнаночный ряд. Работу разворачиваем на лицевую сторону. И далее начинаем повторять узор вверх по вязанию с 1 по 4 ряд. То есть 5-й лицевой ряд, который мы сейчас должны будем провязать, это как бы 1-й лицевой ряд. На этом у меня все. Надеюсь, узор вам понравился, и мастер-класс оказался тоже полезным и понравился. Очень благодарна вам за добрые комментарии, за лайки, за подписки. Желаю всем всего самого доброго, легких петелек. Вяжите с удовольствием. Спасибо всем за внимание. Пока-пока. До новой встречи. Вот такой узор получается с изнанки. Достаточно гладкий.